От кого произошли азербайджанцы? Материал о происхождении армянского народа просто вынуждает нас сделать реверанс и в сторону Азербайджана, чтобы не обидеть вечных стран-соперников в регионе. К тому же происхождение азербайджанцев не так просто, как принято думать. Искусственный народ. Как и мордва, азербайджанцы – современный термин, который использовался для общего обозначения народов Кавказа, проживавших в одноименной провинции Ирана, иранском Азербайджане и вокруг озера Урмия. Он стал широко употребим, когда СССР включил половину Большого Азербайджана в свой состав, назвав это образование Азербайджанской ССР. Такой примитивный подход позволял отнести этот сложный этнос к одной единице, но совершенно игнорировал многочисленные различия. Ведь даже население Азербайджана и его иранской части довольно сильно различается. Первоначально Азербайджаном назвалась область Атропатена Северная Мидия, что переводится как «земля Атурпата», которая занимала юг Азербайджана нынешнего и часть современного иранского Азербайджана. Атурпат – хранитель огня, иранское имя зороастрийского происхождения, носитель которого был легендарным царем этих мест. Собственно, с приходом индоевропейцев сюда и начинается история Азербайджана, компоненты азербайджанского народа. Огнепоклонники-зороастрийцы стали основным населением этих земель, ассимилировав автохтонные племена Кавказа, близких в древнем европейцам и современным грузинам. До сих пор Азербайджан зовется страной огня, хотя уже давно исповедует ислам, а не культ Ахура Мазды. Благодатные земли притягивали желающих легкой наживы, скоро здесь появятся скифы, массагеты и родственные им парфяне, а затем и тюрки, агузы, гунны, хазары. Последние переломили этническую историю региона, сделав доминирующим тюркский, а не иранский элемент, как было ранее. Арабское завоевание, принудительная исламизация страны, еще более укрепила связь Азербайджана с миром ислама. И тюрки, и арабы, а позднее и монголы будут исповедовать ислам, а значит азербайджанские народы будут постоянно сражаться под флагами разных халифатов, неся веру пророка. Иранское население и его культурная парадигма все более растворялось и исчезало в тюркском мире, окончательно это закрепилось во время расцвета империи османов. Где один из турецких родов, сельджуки, прямо происходит от потомков смешанного населения тюрок, остатков массагетов и населения современного Азербайджана. Азербайджанцы как народ сложились в результате длительного исторического развития, постепенной консолидации местных древних племен, албанцев, удинов, каспиев, талышей, с пришлыми в разные периоды тюркоязычными племенами, гуннами-агузами, кыпчаками и по существующему в науке мнению, смена коренных языков населения тюркским разговорным языком здесь относится к XI-XIII векам. В свою очередь, тюркоязычные племена были довольно пестрыми по своим этническим компонентам, объединяя множество других, отчасти более древних племен, впоследствии участвовавших в этногенезе не только азербайджанцев, но и целого ряда других тюркоязычных народов. Гаджиева – известный дагестанский ученый-этнограф. Долгое время зона границы между Ираном и Отоманской портой была и зоной границы тюркского и иранского частей азербайджанского народа. И в этой зоне Иран и османы отчаянно сражались друг с другом. Но мнение генетиков. Генетики любят все запутывать. Так вышло и с азербайджанцами. Согласно их данным, генетический след тюрок довольно слаб и принадлежал узкой группе мужчин, вероятно элите тюрок, которые набирали себе гаремы среди местных женщин. А вот большинство азербайджанцев имеют гаплотипы автохтонных народов Кавказа, что подчеркивает их весомую роль в складывании народа. Значительное распространение группы R1b и типичной для Ближнего Востока G, а вот доля иранской R1a довольно скромна. Это опровергает мнение о высокой доле персов в генезисе азербайджанцев. Антропология об азербайджанцах. Азербайджанцы – европеоиды средиземноморского и понтийского типов, с почти тотальным преобладанием темных глаз и волос. Форма головы длинная, рост средний и выше среднего, преобладает астеническое сложение и ускоренный обмен веществ. Удлиненная голова у азербайджанцев – едва ли не главный отличительный признак, так как прочие кавказские народы широкоголовы. Это связывается с мнением о длинноголовости индоевропейцев Ирана, однако генетики отрицают их весомый вклад.
Словарь Бракгауза и Эфрона называет азербайджанцев тюрками по языку и иранцами по расе. Мнение лингвистов. Здесь роль специалистов по языку не слишком существенна. Азербайджанцы говорят на тюркском языке агузской группы с сильным влиянием языков кыпчакской группы иранских. Скорее всего, это второй язык, который азербайджанцы восприняли от тюркских завоевателей, а вот данных об их исходном языке не сохранилось. Так, от кого же произошли азербайджанцы? Суммируя все данные, азербайджанцы неоднократно смешанный народ. Исходный субстрат из аборигенов Кавказа получил сначала индоарийское влияние от Мидии до Парфии, а затем тюркское. Последние оказали решающее воздействие на язык и религию народа, но довольно слабо сказалось на антропологии населения. Так как ближайшие морфологические аналогии Каспийской группы популяции отмечаются среди населения Афганистана и Северной Индии, то и предков азербайджанцев следует искать среди тех древних народов, которые одновременно дали начало нуристанцам и многим народам Северной Индии. Но даже при отсутствии палеоантропологических данных соматологические материалы говорят о том, что непосредственных предков азербайджанского народа нужно искать среди древних народов Передней Азии и что в этногенезе азербайджанцев решающими являются связи в юго-восточном направлении, контакт с народами, говорившими на тюркских языках, и связанный с ним переход на тюркскую речь не оказал сколько-нибудь заметного влияния на формирование антропологических особенностей азербайджанского народа. Алексеев, российский антрополог. Нынешние азербайджанцы культурно и лингвистически близки туркам, однако по происхождению они не в меньшей степени близки самым древним народам Кавказа и Ближнего Востока, что и отличает их от турок Малой Азии. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.